Все мы играем в игры, но игры сильных мира отличаются особым коварством и жестокостью. Тонкое искусство дипломатии прикрывает хитроумные замыслы, строятся планы внутри плана. Невинная улыбка на лице твоего лучшего друга и союзника в любой момент может обернуться кинжалом в спине. В этой игре ты или побеждаешь, или умираешь. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей, и сегодня я расскажу вам про сложную, многогранную и очень интересную настольную игру от Fantasy Flight Games «Игра престолов» по мотивам одноименного сериала и книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Материалы для обзора мне предоставил мой партнер, магазин настольных игр Carton Lab. А еще в конце этого ролика у меня припасено для вас очень важное объявление. Досмотрите его до конца, или если вам очень уж не терпится, нажмите вот на эту вот аннотацию. «Игра престолов» уже достаточно давно на рынке настолок. У меня в руках коробка второго издания, выпущенного в 2011 году. А первое издание поступило в продажу в 2003. Однако игра по праву заслужила признание игроков. На данный момент она занимает 52 место в мире по версии крупнейшего сайта о настольных играх Board Games Geek. Это впечатляет. Целью игры является получение и удержание власти на большей части континента Вестерос. Для этого игрокам необходимо захватывать территории с замками и крепостями. Сойтись в этой борьбе сможет от 3 до 6 игроков. Они должны будут взять на себя управление знакомыми по книгам и сериалу великими домами – Ланнистерами, Тиреллами, Мартеллами, Баратеонами, Грейджоями и Старками. Одна партия может занять от 2 до 4 часов. Победителем становится либо тот игрок, который первым захватит 7-ю территорию с замком или крепостью, либо имеющий больше таких земель к концу 10-го раунда игры. Каждый раунд состоит из 3 фаз. В фазу Вестероса вскрываются по одной верхней карте в каждой из 3 колод Вестероса. Эти карты добавляют в игру элемент случайности и сильно разнообразят игру. В зависимости от выпавших карт, игроки могут получить возможность рекрутировать новых воинов, изменить уровень снабжения, отвечающий за количество войск, которые Великий Дом способен прокормить, получить жетоны власти, местную игровую валюту, подвергнуться нападению одичалых, воинственных племен, постоянно угрожающих Вестеросу с севера, или вступить в борьбу за влияние. Для этого они ставят на кон свои жетоны власти и пытаются выкупить в свое пользование железный трон, валерийский меч или посыльного ворона, каждый из которых дает свое преимущество владельцу. В фазу замыслов игроки отдают приказы своим отрядам на карте. Для этого они одновременно в закрытую размещают по одному жетону приказов в каждом регионе со своими войсками. Жетоны бывают 5 типов. Совершить диверсионный набег на противника, выступить в военный поход, приготовиться к обороне, прийти на подмогу к войскам в соседнем регионе или усилить власть и собрать налоги. Это лучший момент, чтобы вести переговоры с соперниками, заключать союзы, строить тайные заговоры, угрожать слабым или присмыкаться перед сильными. Когда каждому отряду на поле будет отдан приказ, жетоны переворачиваются и замыслы становятся явными. Далее следует фаза действий. Игроки по очереди приводят в действие выложенные на поле приказы. Вначале совершаются набеги с целью нарушить планы врага, сняв с соседнего региона один из его приказов. Затем отряды отправляются в походы и, встретившись в одном регионе, вступают в бой. Тут и оказываются полезны приказы обороны и подмоги, ведь боевая сила каждой из сторон складывается из силы его отряда, силы отрядов, пришедших на подмогу, своих или союзных, значения бонуса на жетоне приказа и свойств выбранной игроком карты дома с полководцем. Дополнительный бонус в бою может получить владелец валерийского меча. После этого играются приказы усиления власти, и игроки пополняют свои запасы жетонов власти. В конце с поля убираются не сыгравшие жетоны обороны и подмоги, и начинается новый раунд. Я специально не стал подробнее останавливаться на всех тонкостях правил. Как видите, даже краткое их изложение заняло довольно много времени. К тому же игра очень популярна, и в сети уже выложено множество обзоров с подробнейшими разборами правил. А я лучше поделюсь с вами моими впечатлениями и ощущениями от этой вот игры. Сразу хочу заметить, что игра довольно сложная и долгая. Пожалуй, это главный ее недостаток, и он же ее преимущество.
Если вы любитель быстро раскинуть партийку-другую в где-то середине вечеринки, то это точно не ваша игра. Но если вас интересует вдумчивый процесс, поиск удачных стратегических решений, чудеса дипломатии, то «Игра престолов» просто создана для вас. Я настоятельно рекомендую эту игру всем любителям книг Джорджа Мартина, снятого по его мотивам сериала. Ну и незнакомым с сюжетом саги она будет более чем интересна. Дух коварства и интриг очень хорошо передается механикой этой игры. Главное, не пытаться играть в нее как в шахматы, молча погрузившись в мысли. Именно обсуждения и переговоры с другими игроками делают эту игру такой, какая она должна быть. Победитель может быть только один. Но если вы будете пытаться сражаться в одиночку, будете раздавлены противниками, как паровым катком. Откупиться от одного, заключить выгодный союз с другим, растоптать третьего, чтобы в решающий момент предать своего союзника и разорвать его на части, когда он этого совсем не ожидает. Вот это постоянное напряжение, понимание, что один ты – ничто, но и доверять никому нельзя. Все вот это полностью погружает в атмосферу династической грызни. Хочу отметить, что лично мне настольная «Игра престолов» очень напоминает выпущенную в 1979 году настольную игру «Дюна» по мотивам книг Фрэнка Герберта. Не по механике, они отличаются очень сильно, а скорее по духу и точности передачи атмосферы оригинального произведения. Главная разница между ними, на мой взгляд, кроется в механике союзов и договоров. В «Дюне» показано более цивилизованное общество аристократов. Вместо неприкрытого насилия она пропитана лицемерием. А в правилах говорится: любой договор, оглашенный во всеуслышание, обязан быть выполнен. Договор, заключенный в тайне, выполнять не обязательно. А в жестоком средневековье Вестероса понятие чести размыто, и предательство – это норма. В правилах напрямую сказано, что ни один договор не обязателен к исполнению. Никто никому ничего не должен. Ну и в конце обещанное объявление. Для зрителей болтливого барда магазин Картон Лаб.ру предлагает специальную скидку 5% на покупку этой или любой другой настольной игры. Для ее получения вам нужно будет перейти по ссылке в описании к этому видео или по вот этой ссылке на экране. И в комментариях к покупке указать кодовое слово TARLISEM. Торопитесь, эта акция действует только до конца лета. Возможно, доставка по всей России, а жители Санкт-Петербурга также смогут забрать свою посылку в одном из пунктов выдачи. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях свои мнения и играйте в хорошие игры.